Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза, и сегодня давайте с вами познакомимся с новым героем Броненосец. Этот герой у нас сейчас открывается в приключении, я его успешно уже смог открыть, 2 звездочки у меня довелось сделать, там выпало 20 осколков в портале на него, практически прям вот, можно сказать, что сразу же после открытия. И давайте смотреть и разбираться, что это вообще такое, для чего это нужно, потому что информации про него вообще никакой нет, про нее, если быть точнее. Ну, давайте смотреть. Здесь у нас ничего такого особо интересного нет. То есть физический урон, сложный, средний, тра-та-та, урон, хп, все понятно. Здесь долго задерживаться смысла нет. Здесь, так, у нас идет что? Область эффектов плюс на 20 уровне 15 очков защиты добавляется, урон к физическим повреждениям, потом глобалка на 50 очков здоровья, но это прям вообще капля в море, смысла от этого нет. Еще у нас идет область эффектов, то есть, как обычно для себя там какие-то пометочки карандашами делаем, что вот область эффектов у нас, она здесь будет в приоритете, можно сказать. Урон к физическим повреждениям на 70 уровне плюс 25% добавляется всем. На 90 уровне снова у нас ничего толком такого интересного, но в любом случае это может быть полезно, потому что гильдия воинов это у нас, естественно, в приоритете стоит вождь. За вождя мы с вами играем очень и очень часто, то есть те ребята, у которых герой будет открыт и прокачан, я имею в виду броненосец, то, соответственно, у вас плюс 100 очков здоровья, для вас это будет плюс. По сравнению с теми, у кого этого героя нет. Так, на 120 уровне глобальное усиление все герои у нас получают 2,5% прибавка к здоровью. И персональное глобальное усиление, которое действует только на броненосца, на 140 уровне плюс 30 защита. Ну, вот, что могу сказать, подводя такой небольшой вывод по прогрессам, по уровням, по вот этим вот усилениям. То есть нам что нужно? Нам нужно делать ориентир и упор на область, это 100%. И исходя из вот этих данных, давайте еще здесь глянем, да, здесь вообще почему-то защиты нет. Хотя защита у нас с вами фигурирует здесь вот на уровнях, вот она была плюс 15 защита, здесь у нас тоже защита добавляется плюс 30, итого будет плюс 45. Ну, как будто бы ни туда, ни сюда, то есть и не защита, и не атака. Ну, непонятно пока для чего вот этот герой нам с вами нужен, и это будет у нас с вами такое первое впечатление, то есть тут особо каких-то прям конкретных выводов и итогов, я думаю, мы делать с вами однозначно не будем, потому что время потом, естественно, нам покажет, для чего броненосец нужен, в каких режимах его использовать. Ну, пока предварительно вижу, что вот можно вот где-то пробовать там по типу обычные сложные главы проходить, это само собой, там любой герой подойдет. Ну, давайте вот, кстати, скиллы почитаем. Посмотрим, что здесь. Ударяет по земле каждые 5 секунд, создавая ударную волну, наносящую 430% урона вокруг себя и замедляющую врагов. Ага, то есть видим вот это волшебное слово в замедление. Это значит, что защитный статус эффекта у нас с вами работает, и автоматически мы с вами можем пробовать и тестировать его, значит, как минимум в кошмаре. Его я имею в виду героя. Вот. Что еще? Что у нас можно сделать? Какой вывод? Что можно пробовать в целом пытаться проходить арену, потому что будет замедление работать, соответственно, урон повышается, выживаемость тоже. Люблю героев, которые вообще в целом у нас какой-то статус-эффект дают, именно такой, который позволяет контролировать толпу. Даже пусть будет замедление. Еще, кстати, интересно посмотреть, насколько оно будет, это замедление, эффективно. Потому что у замедления также есть процент. То есть можно замедлять и на 10%, что ничтожно мало, да. Можно замедлять там на 80 и 90%, что будет очень сильно ощущаться. Итак, число у нас с прокачкой уровня очень и очень сильно растет. И это, конечно же, не может не радовать. Но опять же, вопрос времени, стоит ли прокачивать или нет.
Мы это с вами еще потом в будущем, конечно же, узнаем. Дальше. Непреклонный. Броненосец получает до 6 стаков непреклонности, при получении урона увеличивая свой урон на 3% и броню на 5%. Каждый стак исчезает через 4 секунды. Здесь у нас ориентир с вами идет как и на повышение урона. То есть, если мы получили урон, то если до нас кто-то добежал, моб какой-то в нас попал, то есть у нас очки ХП потерялись, да, увеличиваем свой урон на 3%, и потом он будет у нас 6, 10, 13, 16. Ну, мне кажется, это маловато. 16% это, ну, может быть, кстати, и немало, если брать в расчет большие цифры, особенно если вы уже давным-давно играете, то, скорее всего, 16% это будет очень и очень много. Ну, как будто бы, ну, вот так вот, если теоретически, вот математику просто подключить, если у вас 10 тысяч урона, то, получив урон, и у вас прокачано на 5, до 5 уровня, то, соответственно, ваш урон уже будет не 10 тысяч, а, ну, получается 11 600, если 16% мы с вами прибавляем. Еще берите в расчет, что мы с вами практически везде берем книгу на урон, то там и еще поболее будет даже. Но здесь у нас получается ориентир идет на урон, увеличиваю свой урон и броню на 5. Ну вот броня на 5. Вот как будто бы, то есть добавляется и урон, и защита. То есть у нас некая такая форма ярости проявляется здесь. Ульта. Все, кого мы с вами положили, заполняют шкалу. Когда шкала полностью заполнится, Железный рыцарь подпрыгивает в воздух. Интересно посмотреть, как это все будет выглядеть, потому что еще ни разу пока не играл, не тестировал и не пробовал. Сейчас с вами будем знакомиться, и все свои, скажем так, первые эмоции от игры за броненосца я, естественно, с вам озвучу. Подпрыгиваем в воздух и обрушиваемся вниз ударом сверху, нанося 380% урона в большом радиусе. При этом остаются трещины, наносящие доп. Урон. Ну, здесь тоже нужно прокачивать, потому что 380% это тоже совсем как бы очень-очень-очень мало. Так, ну и что могу сказать? Что могу сказать? Да надо пробовать просто. Тут как бы смысла нет какие-то излишние комментарии предварительно давать. Давайте сначала сейчас попробуем. В подземелье, не знаю, мне кажется, смысла нет. 2 звезды, урона будет маловато. Давайте пойдем вот сюда. И здесь у нас будет что? Увеличена скорость снарядов, добавится 3 снаряда. Ульта будет в 2 раза дольше активироваться, и шанс критического урона у нас с вами отключен. Ну, я думаю, страшного в этом ничего нет. Давайте смотреть. Железный молот. Плюс 50% к урону, и область эффектов у нас с вами добавляется. Здесь обновим. Возьмем рогатку. Перезарядку можно взять. Обновим. Ну, давайте молот возьмем. Так, бегает как-то... Ой, что это такое? Что это пошло? Так, ну-ка давайте сразу скорость потестируем. Даст она нам что-то или не даст. Так, здесь плюс 50% урон. Перезарядка будет сокращаться. Вот что это такое? Получается, идет какая-то волна, которая неплохо так распространяется. Так, здесь давайте возьмем вот это. Урон. Не знаю, есть ли от него смысл здесь. Так, перезарядка есть, скорость есть, удвоение есть. По-хорошему бы взять еще область. Ну, давайте, ладно, урон возьмем. Так, ульта у нас заполняется медленно, потому что стоит дебаф. Дебаф, как хотите, так и называйте. Так, ну и вот эта вот волна. Вот эта вот волна, она по сути-то и неплохо. Она достаточно часто появляется. Давайте еще перезарядку возьмем. Посмотрим. Вот пока что предварительно, вот что могу сказать. Ну, давайте для статус эффекта возьмем.
чтобы нам ничего больше здесь глаза особо не мозолило. Что могу предварительно сказать? Ну, во-первых, напоминает это все мне Щелкунчика, напоминает. Также напоминает, вот область уже прибавилась. Также напоминает ТОВ почему-то, не знаю почему, наверное, визуально. Ну-ка, вот ульта. Не вижу прыжка вверх. Ульта запустилась, а прыжка вверх я не вижу. Надо было основное, конечно, взять. Ну-ка. Вот где прыжок вверх? Вот интересно было, конечно, на это посмотреть, на реализацию. Но вот как видите, реализация получилась не очень визуально. Вот сейчас еще раз. Прыжок вверх. Он может быть и есть, но как будто бы его и нет. Вот что-то непонятное на самом деле. Вот что-то вот какое-то такое все вот не туда и не сюда. Даже вот и не могу сказать, где это все можно будет применять. Ну, понятное дело, все то, что я перечислил, оно, конечно же, подойдет, но герой, он как будто бы такой вот универсальный боец, то есть нет у него какой-то фишки. Ребята, кстати, там его отметили, добавили его хорошо, но мне кажется, что это среднячок, то есть нету в нем какой-то прям вот такой характеристики, которая бы добавляла его именно в раздел «Хорошо» в тир-листе. Интересно, конечно, все это немножко так вот необычно и непривычно, какие-то вот конвульсии здесь на экране происходят, и ну не вижу я какого-то прям вот вау-эффекта от героя. Кем еще тут проходить приключения? Надо проходить всякими разными героями из особенной фракции. Там Дед Мороз, Баварец, Крампус, если есть. Вот ими и надо проходить. А тут приключения на броненосца проходим броненосцем. Ну, интересно, конечно, получается. В общем и целом, давайте здесь уже ускоримся, потому что не хочу почему-то я это все до конца смотреть. И очень долго. Мне, честно говоря, не особо нравится. Герой проходной, явно среднячок. Сейчас еще с вами зайдем в кузницу, посмотрим, что у нас там, потому что вот пока что я могу сказать, что ничего здесь интересного такого нет. Ну, понятное дело, что нужно открывать. В приключениях герои открываются достаточно легко, нужно только терпение, нужно только не проспать вот эти вот последние билеты. У меня сейчас здесь пропуск есть, поэтому получилось вот так вот быстренько его открыть. Вот, и соответственно вот ульта, честно говоря, разочаровала. Я ожидал, что прям вот как-то будет подпрыгивать, там увеличиваться, ну потому что здесь по факту у нас 2D, да, то есть мы двигаемся там влево, вправо, вверх, вниз. Вот, а если бы она увеличивалась, подпрыгивая вверх, то было бы уже 3D. И вот здесь вот я, по крайней мере, этого не наблюдаю. Но, может быть, это все, конечно, очень быстро происходит, что я просто не замечаю. Но что-то мне подсказывает, что никакого прыжка здесь нет. Ну, может быть, он, конечно, каким-то образом тут и предусмотрен, но вот именно вот этот момент, когда ульта набирается, вот сейчас она наберется, не знаю, успеет, нет. Давайте посмотрим. Ну нету здесь никакого прыжка, либо я его просто не вижу, ну, неинтересно, скажем так, вот честно вам скажу, неинтересно. И не успевает он здесь урон нанести, потому что мобы слабые. Давайте, не знаю, давайте, наверное, да, сейчас в кузницу с вами пойдем, посмотрим, что у нас там в кузнице. В кузнице. Так, последняя она у нас с вами будет. Итак, здесь либо ударная волна также посылает мощную волну вперед, нанося урон врагам на своем пути. Неплохо, неплохо. Либо время восстановления ударной волны уменьшено на 20%, то есть
Ударная волна, скорее всего, вот это вот коричневое, то, что вокруг у нас с вами двигается, скорее всего, речь идет именно об этом. Но я могу ошибаться. Тут надо тестировать. Тут еще, честно говоря, сложновато понять, что у нас будет лучше, но мне почему-то кажется, что вот левая сторона, она как будто бы более профитная будет. Но пока отдаем предпочтение вот сюда, в левую сторону. Когда эффект непреклонность заканчивается, он наносит урон по области вокруг железного доспеха. Ну, железный доспех, я так понимаю, это вокруг героя. Так, а эффект непреклонность. Ну-ка, давайте-ка глянем, это вообще что такое? Так, в самом низу она у меня вот здесь должна быть. Скиллы, ударная волна, непреклонность. Получает до 6 стаков. Ну конечно, может быть мы еще и не смогли ее раскрыть из-за того, что мы урон с вами не получали. Ну давайте тогда, ладно, давайте тогда сейчас посмотрим кузницу. И вот пусть как будет прям в фарм-сете, сейчас попробуем подземелье пробежим. Даже менять ничего не буду, пусть там все так и стоит на ключи. Так, здесь... Когда эффект заканчивается, он наносит урон по области вокруг железного доспеха, либо длительность непреклонного распада увеличилась до 10 секунд, но максимальное количество стеков уменьшилось. Вообще немножко непонятная тема вот с этими стеками, стаками. Все это нужно тестировать, рассматривать и смотреть. В любом случае, я думаю, что к тому моменту, когда открою Эва, уже хоть какое-то понимание героя у меня однозначно будет, и время еще покажет, там чат есть, ребята, я думаю, разберутся совместными усилиями и все расскажут и покажут. Плюс есть игроки, к которым можно обратиться, которые уже, скорее всего, открыли и прокачали его максимально, там 5 звезд сделали и полную кузницу, скорее всего, но сомневаюсь, пока не слышал и не видел, чтобы кто-то этого сделал. В любом случае, заходите в группу, там ссылки есть в описании, в комментариях. Если в комментариях не открывается, то ищите в шапке сообщества, группы и так далее. Там, в общем, кому надо, тот найдет. Заходите, там очень много полезной информации, вход свободный, всех жду. В общем, нужно разбираться, непонятно, что к чему, очень интересно, но хотелось бы понять. Итак, здесь у нас плюс 50 здоровья, это ладно, это неинтересно. Теперь, после каждого удара броненосец оставляет за собой следы сотрясения земли. Вот еще что хотел сказать. По описанию и по игре, вот сейчас, пока из головы мысль не убежала, ну вот Геоманта напоминает тоже. Вот Геомант у меня это вот что-то на уровне с Эхо. Вот один из таких вот худших героев, как будто бы. Не хочу никого обидеть, если, может быть, есть ребята, которым Геомант нравится. Заранее вот так вот приношу извинения. Но мне почему-то, вот именно мое мнение таково, что Геомант мне не нравится. А броненосец мне напоминает Геоманта, то есть ассоциация раз вот так вот срабатывает и... Ну вот не очень как-то, вот прям даже как будто бы в плохо можно отнести броненосца. Так, что у нас здесь? Трещины от катаклизма имеют шанс оглушить врагов на 0,2 секунды. То есть еще один статус-эффект добавляется. И добавляется контроль, это хорошо. То есть отсюда уже можно сделать вывод о том, что можно пробовать проходить кошмары, когда у нас с вами добавится оглушение. Нужно смотреть, во-первых, насколько часто у нас с вами будет работать оглушение и будет ли оно вообще там как-то проявляться и ощущаться. Вот. И уже будет понимание того, какой прокачки требует герой для того, чтобы проходить им кошмар. Потому что рано пока о чем-то говорить, какие-то выводы делать. Вот пока вот так. Двойной катаклизм посылает у нас вторую волну, наносящую дополнительный урон. То есть здесь у нас более защитный вариант, здесь у нас более атакующий вариант. Какой из них больше подходит вам и для каких целей вы будете это все использовать, решать только вам. Так, окей, пойдем посмотрим подземелье. 3 билетика есть. Ну, сейчас, скорее всего, так и останется 3, потому что здесь будет мясо. Я напомню, что фарм-сет полностью аристократ, полностью в ключах. 2 звезды у героя. И мне кажется, сейчас нам будет
нехорошо. Так, давайте защищаться. И давайте... Так, сейчас скорость уберем. Здесь уже тяжело будет нам с вами. Здесь поагрессивнее ребята у нас. Так, бур давайте возьмем. Рогатка пусть будет для снятия брони и для заморозки. Вот волна. Перезарядку тоже давайте возьмем. Волна у нас появляется. Вот он, прыжочек у нас этот как будто бы произошел. Но не вижу я какого-либо урона. Пока что. Тяжело, тяжело. Не знаю, получится или нет. Это ярость все взяли. Отлично, хорошо. С яростью нам явно будет полегче. И вот, кстати, напомню. Можете пробовать проходить подземелье так же, как и проходим с вами кошмар. Бежим вот так вот вверх-вниз. Здесь все точно так же работает. Кому-то, может быть, это пригодится. О том, как правильно бежать и как вообще себя ведут пальцы во время забега, можно будет посмотреть. Так, ну что, минутка прошла. Больше половины у нас уже с вами есть. Вот, кстати, волна сейчас прошла. Ну, неплохо. Вот уже 5-й уровень оружия у нас с вами основного. Не получилось усиление с пола подобрать. И вот сейчас тоже не успевает. И вот сейчас, по идее, мы с вами урон получаем. У нас должна усиливаться. И кулачок взяли. Хорошо. А как повезло прям. Вот. Получается, что хотел сказать. Тяжеловато немножко вот так вот мысли формулировать. Получается, что сет у нас идет аристократ, камни на ключи, 20 секунд остается. 2 звезды у героя только-только открыли, а мы с вами, похоже, сейчас пройдем. Интересно, конечно, получится, потому что мы с вами помним, да, есть у нас обзоры, которые прям достаточно такие слабенькие герои, ну не получается проходить и все. А может быть и не пройдем. Давайте сюда в толпу. Все, вот так вот мы сделали немножко с хитрецой. Еще и возродимся сейчас, еще и до конца дела все это доведем. Ну, сейчас посмотрим на урон. Вот интересно будет посмотреть. Тут, конечно, не совсем честно, потому что мы еще и 2 кулачка подняли. 6 биллионов. Ну, неплохо. Для 2 звезд это неплохо. С учетом того, что, еще раз повторюсь, уже в какой-то 3-4 раз сет аристократа камни полностью на ключи. Прям все, сколько там, 18 камней стоит, все стоят на ключи. Это достаточно хороший результат. Я удивлен. Значит, все-таки что? Потенциал есть? Есть. Берем. Что еще тут добавить? Ну, вот такой вот обзор получился. Приключения побегали, и подземелья посмотрели. Ну, вот факел не вернулся. Осталось теперь у нас с вами 2 из 3. С вами был на связи Импреза. Всем спасибо, кто досмотрел. Всем пока-пока. Забирайте обязательно. Герой среднячок, но интересный. Я думаю, что потенциал есть. Все, всем пока-пока.